Всем привет и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами готовим натуральную косметику из чистых продуктов, которые стоят недорого и которые у нас всегда с вами под рукой. Дорогие мои друзья, сегодня я вам предлагаю сделать одну очень необычную и вместе с тем уникальную маску, которая сейчас у меня просто одна из главных, можно так сказать, в этот период времени. И она у нас будет состоять, как вы уже понимаете, из шпината. У меня здесь ее в 20 грамм. Свежий шпинат. Можно также взять какие-то замороженные шарики, если у вас есть. 2-3 столовые ложки кефира или же натурального йогурта, для того, чтобы мы потом с вами взбили в блендере наш шпинат до такой, знаете, однородной массы. 1 чайная ложечка меда, 1 чайная ложка с горкой рисовой белой муки, подчеркиваю, не цельнозерновой рис, который я использую в нашей выпечке, а именно белый для наших масок. Сюда же у нас пойдет 2 столовые ложки кипятка, в котором мы сейчас заварим вот эту рисовую муку, 1 чайная ложка моего масла авокадо, которое я приготовила буквально вот не так давно, и рецепт посмотрите на моем канале. Но и главный компонент этой маски — это у нас будет, дорогие мои, биотин. Это просто кладезь для нашей кожи, это просто супер продукт, который я начала сейчас использовать в своих масках. До того, как мы приступим к приготовлению нашей такой вот шпинатной основы, давайте мы сейчас с вами зальем рис вот этой самой горячей водичкой. И пока мы будем с вами взбивать шпинат, эта рисовая мука, она должна немножечко, так знаете, впитать эту влагу и сделаться такой более густой консистенции. Видите? Вот я добавляю водичку, и она уже делается более густой. Почему? Потому что йогурт или кефир, который вы будете в блендере смешивать со шпинатом, у вас, знаете, получится такая консистенция жидковатая. А вот эта кашица рисовая, она как раз и поможет сделать нашу масочку такой хорошей эластичной консистенции. Видите, как она все впитывает? И буквально еще грамулечку я добавляю. Все, 2 столовые ложки у меня ушло. И сейчас мы это все с вами хорошенько вот так вот домешаем и оставим ее буквально на 5-10 минут. Теперь в чашу блендера мы отправляем наш шпинат. Можно, если вы хотите его даже и немножко так измельчить пальчиками. И к шпинату мы отправляем кефир или йогурт. Теперь мы все это должны с вами измельчить вот таким блендером. Теперь немножко пошумим. Видите, что у нас получилось? Я взбила шпинат с йогуртом, и получилась такая вот однородная, кстати, без комочков каких-либо, шпинатная такая основа. Наш рис уже загустел с помощью горячей воды, и теперь мы к нему отправляем нашу волшебную таблетку биотина. У меня это капсула, то есть мне не нужно измельчать. Если у вас в таблетках, тогда вы можете просто-напросто тоже или измельчить ручками, или же очень просто она растворяется в теплом виде. Но я считаю, все-таки, когда рис уже остыл, видите, набух, то лучше все же вводить биотин именно в прохладную продукцию, чтобы никакие не были потеряны наши витамины. Теперь мы добавляем мед. И еще раз хорошенечко все это вымешаем. Смотрите, как красиво у нас все.
Так, отставляем нашу пасочку и по чуть-чуть так вымешиваем. Все, видите, прекрасно сочетается, и так получается очень даже эластично. Так. Немножко добавляем масла авокадо. Не обязательно всю чайную ложку. Опять же, смотрите по консистенции, что вы любите, как должна быть ваша масочка, какой консистенции и как вы любите это. Вот. И теперь, мои хорошие, я очень аккуратно добавлю нашу шпинатную прелесть сюда. Ввожу потихонечку, чтобы, опять же, смотрите по консистенции. Если вы любите погуще, то можно добавить еще немножко рисовой муки. Видите, у меня ушла где-то, ну, наверное, 2 столовые ложечки. И я не буду больше добавлять, потому что я хочу, чтобы моя маска накладывалась так хорошо на личико. Отставляем наш шпинат. И наша маска с вами готова. Пусть она немножечко тоже постоит, опять же, войдет во взаимодействие с остальными ингредиентами. Биотин – это витамин красоты, вы знаете, да, что он реактивирует клеточный метаболизм, нормализует баланс жирных кислот, улучшает структуру и внешний вид нашей кожи. Ну и, конечно же, ускоряет синтез собственного коллагена, который нам так необходим. Поэтому давайте будем пользоваться этой маской и баловать себя ей хотя бы курсами иногда. Ну что, теперь давайте пройдем в ванную комнату и наложим эту маску на наше чистое лицо. Смотрите, какая у нас красивая маска получилась. Я прямо оделась в тон нашего шпината. Консистенция очень хорошая. Как я уже сказала, если она будет жидковатая, то можете всегда добавить немножечко рисовой муки. Ну, теперь на чистое личико. После того, как вы сделали тест на аллергенность, естественно, мы наносим маску по массажным линиям. Она, видите, совершенно без каких-либо крупинок шпината. Очень даже такая получилась красивая и кремообразная. Шпинат, мои хорошие, это просто витамин А, К, С. Это протеиновая кладезь. Это то, что нам с вами нужно после 40+. Наша кожа засияет после этой маски. Я помню, что-то тут такое упало. Поднимем его. Маску можно как на шею, зону декольте. Везде ее можно на все личико. Можно наносить слоями. Как обычно, поносим ее в спокойном положении, желающих, конечно, полежать, да, хотелось бы. Но если нет такой возможности, хотя бы посидите с чашкой кофе и расслабьтесь. Дайте своему личику попитаться. А потом теплой водичкой смоете ее через 20 минут. Вот, видите, она будет за счет, опять же, крахмала подсыхать и делать такой лифтинг-эффект. Вот, эту маску, если у вас останется она, ну, ее хватит, я думаю, на 3 раза вам. И ее также, когда она остается, можно наносить и на ручки. Вот так вот мы выглядим с вами. Курсами делаем эту маску, как и все мои другие. На 3 раза, к примеру, вам этого хватило, сделали перерыв на месяц. Если маска вам понравилась, подошла, вы увидели этот великолепный эффект за счет нашего протеинового шпината, а также биотина, о котором я уже выше сказала, я все также под видео вам опишу все полезности этих препаратов. Если вам эта маска понравилась, сделайте перерыв и через месяц-другой повторили. Девочки, в следующий раз, мальчики, я вам буду предлагать еще маски с биотином, потому что отзывов очень много хороших об этом компоненте. И
почему бы нам не ввести его в нашу домашнюю уходовую косметику. Спасибо, мои хорошие, что были со мной. Такие мы все зелененькие, красивенькие. Спасибо, что вас становится мне все больше и больше. И спасибо за ваши комментарии. И до новых встреч, до новых красивых, вкусных, полезных рецептов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!